Так, а что у нас? Чат? Чат, да, вот так, раз. Вот так вот, раз. Та-ра-та-та. Ай, наушники по привычке. Та-ра-та-та-ра-та-ра-та. Та-ра-та. Тахан Таханович. Здорово, здорово, здорово. Что за фигня то приходит? Мне даже оповещение приходит, то что это. Катерина, привет, Ржан, здравствуй. Мне оповещалки приходят, то что я сам начал прямой эфир. А то нифига. Иван. О, Ванька, здорово. Амурчик. Хороший. Хороший. А, типа, чмок, да? Ну, чпок тебе тогда. Я шучу. Хотя... Чё, как дела, ребят? Чё, как день у кого прошел? Не, нормально. Шеф обещал сегодня камеру взять, вебку. А я уже его замучил. Но, куда он ездил, там не было света. Ну так вот, завтра поедет. Может быть, возьмет. Как настроение, Михаил? Катюш, ну как видишь, нормальное. А вот. Мне сегодня такой комментарий написал Эдвард Борис. Немножко я грустанул, загрустил даже под него. Типа, мне жаль тебя, Михаил, но ты никогда не накопишь на новый комп. Я говорю, ну, можно было бы расстроиться. Я говорю, ну не накоплю, так заработаю, что. Он имеет в виду то, что мне никто не донатит, поэтому вот так вот. Ну и ладно, что. Я же не заставляю никого мне донатить, правильно? Заработаем, что. Купим себе все равно новый комп. Вот. У некоторых стримеров стоит там песни по 100 рублей. Я никогда не поставлю эту такое, ну как это сказать, такую графу. Я пою от души. Вот. И у кого есть деньги, от души мне донатит за это, за пение, так сказать, поощрение. Правильно? Правильно. Вот, вот так вот. Какая вот песня у тебя сегодня на канале? Огонь. Спасибо, Вань. Ну да, я ее пытался сколько записать. Но тут человечек помог один, Discovery, Санька. Вот так вот. Может зайдет сюда сейчас. Ну не сейчас, сегодня может зайдет, не знаю. Спасибо, Вань, спасибо. Да, хорошая песня. Вот. В роковском, правда, стиле. Иван, согласен, слова красивые. Да какое вдохновение, ребят, нашло. Для меня все спасет. Поняли все, да? Для меня все споет. Поняли все, да? А я что-то не понял, короче, ну ладно. Говорю, какое-то вдохновение нашло на меня, я ее написал. Давно, очень давно.
сколько мне сейчас, 37, лет 20 ее назад я написал. А вот недавно третий куплет дописал. Да. Привет, ставим лайки певцу. Пахан. А, Пахан Паханович. Это типа две буковки Т, это как П, да? Правильно я понял? Да-да, ну все, дошло до старого. Стрекоза, здрасте, здрасте, здравствуйте, здравствуйте. Первый лайк Кати, мой второй. Я рад. Вот все равно, вот я не понимаю таких людей, знаете, Вероника, вот стрекоза Вероника. Вот я сегодня скинул свою авторскую, да, песенку. Считаю в основном лайки. И вот кто-то поставил пока один дизлайк. Зачем? Я вот не могу понять этих людей. Можно на ютубе полазить, посмотреть примерно кто это. Но мне это не интересно. Ну, диз, значит диз. Почему-то выйти, да, там сказать, мне не понравилось, там, либо комментарий написать, ни хера. Надо втихую поставить дизлайк и все. Мыши полевые, двухногие, я называю таких людей. Ну, вот. Зависть. Катюш, может быть, да. Знаешь, сидит какой-нибудь школьник в очках, полноватый, за компьютером. Думает, дай зайду. Зашел. Он, сука, как он хорошо поет, а я так не умею. На тебе, сука, минус. Дизлайк. Вот и все. Я больше не могу понять, как, зачем ставить. Я никогда дизы не ставлю. Вот. Ну, если там в натуре какая-нибудь хрень. Вот. Ну, так. Ну, да ладно, это дело каждого. Я ж кто я такой, чтобы судить людей. Правильно? Правильно. Ой. У нас еще целый день, короче, Яндекс пишет, что дождь. 3 капли капнул и все. Тучи целый день. Почему-то, не знаю. Сегодня же пятница, вот поэтому народу-то и нет. Ага. Михаил, мы с тобой. Спасибо, Вань. Жаба душит. Правильно, Ванька. Согласен. Жаба людей душит. Я понимаю, вот, например, да, заходишь на YouTube и смотришь, как люди поют, на гитаре играют. Зависть меня душит тоже, но она белая у меня зависть. Я наоборот зайду к этому там стримеру, напишу красавчик, поешь офигенно, мне до тебя, как до Китая раком. Но я никогда минус не поставлю. Наоборот лайк поставлю. Напишу комментарий. Вот потому что есть замечательная пословица такая. Всегда есть выше, сильнее, умнее. Предела совершенства нет. Вот я, например, пою, вот вам нравится, да? Кому-то нравится. Ну, вам. Вы пойдете на другой канал, будете сравнивать, нифига себе. Да, Мишка по отношению к кому-то плохо поет по отношению к кому-то. А по отношению к кому-то я очень даже круто пою. Вот поэтому, как бы вот так вот. Поэтому я не заморачиваюсь. Я вот как умею, так я и пою. Все. Если я всегда повторяю и буду повторять. Если даже одному человеку нравится, как я пою, это уже достижение. Ну вот вам нравится, вы заходите ко мне на стримы, значит, есть к чему стремиться, да, есть к чему совершенствоваться. Но работа мешает, ну как я ее брошу, никак. Ну. Канал Винегрет. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина. Кстати, ребята, вполне возможно, что на следующей неделе я буду дома. Ну, так как работа немножко подутихла. Тогда мы попробуем и чат-рулетку постримить. Пусть все будет заедать, но попробуем. Веб плохая, братан, не веб. А так красавчик, что стремишься. Лайк тебе, брат. Я знаю, что у меня микрофон шипит.
И вебка плохая, знаю. Знаешь, что у меня шипит? У меня холодильник рядом стоит. Вот. И веб. Я вот и не все прошу там шефа, там, купите мне веб. Ёкарный бабай, там, с зарплаты вы считаете. Что-то ни хера. Да не в обиду, не в обиду. Паханович. Вот. Я критику воспринимаю, да. Знаю, что у меня вебка плохая. 360 качество стрима. Это что это? Я не знаю, в каком году такое качество было видюх? В 15-м. Тот, кто промахнулся, что-то Вероника пишет. Я не понял. Лайк стриму. Катюш, спасибо тебе, спасибо, что заходишь. Вот. Тот ну, короче, не понял. Так что вот так вот. Я знаю, что, да, есть к чему стремиться. Ну. О, Коля. Здорово, Николай. Тоже вот гитарист, тоже стримы ведет. Да. Хороший человек. Николай. Промахнулись, но хотели лайк поставить. Да нет, Вероник, это завистники, правильно говорит Ваня. Это жаба душит. Или зависть у людей. Вот. А что если, что с ними будет, с такими людьми, если они зайдут на действительно профессиональных певцов зайдут? Что с ними будет? Вообще писать кипятком будут? Ты когда песни записываешь, зачем голос меняешь с помощью программы? Так эта программа такая смул. Там меняется голос, обработка как в студии. Вот. Да, без наушников слушать как-то, не знаю, в наушниках офигенно. О, Артем. Здорово. Здорово, Артем. Кстати, мы вместе с ним работаем, с Артемом. Вот. Да, вот у меня, вот подписчиков бы поменять, как у меня в Смуйле, там почти 2000 с нынешними, да, вот так вот, ну, короче. Да, в принципе, какая разница, 1000, 2. Просто губы там у тебя отстают от голоса. Нет, я подстраиваю все. Губы отстают. Это что-то тебе показалось. Губы шевелятся, а слова другие. Это в каком видео? В последнем быть такого не может. Может быть какие-то миллисекунды, вот, но так нет. Я не слышал, какая на самом деле есть задержка. Если кто-то, например, начинаешь петь, и кто-нибудь в WhatsApp что-нибудь написал. Задержка там на 2-3 секунды. Вот это да, действительно, там ужас. Но это все подстраивается в этой программе. Вот. Ну так нормально все. Да, я так понял, сегодня толком, наверное, никого и не будет, потому что пятница. Ну, да, Николай, в следующий раз мы к тебе придем. Когда стрим? Коль, кстати, да. Ну, типа, да, так нормально, Паш. Спасибо, спасибо. Тут нужно купить... Да, без наушников там, блин, в наушниках песни офигенно слушать. Кстати, кто просил, когда мы были молодыми, блин, она как-то 10 лет назад, там руки вверх есть, да, вот это. На 10 лет назад унесите меня года. К девчонке, что люблю, я не успел сказать. Ну, короче, когда мы были молодыми, я там пел в Смуле. В Смуле легко я могу почти любую песню. Да. Как не будет, самый преданный коллектив здесь. Согласен, Вань. Ну да, вы уже ко мне, как, я не знаю, как на работу ходите, да? Заходите, что-то своем там беседуете. Ну, главное, на моем стриме сидите. Это радует, на самом деле. Катя, какая Катя, Вань?
Видишь, что подписчиков мало, потому что у меня узкий же этот, как это, профиль моего канала, музыка. Вот. Экран зависает, YouTube глючит. Но это у тебя, наверное, Ержан. У меня все нормально. Почти 2 мегабита в секунду. Или что, реально зависает все? Ну-ка, Ваня, напиши, зависаю я, нет? У нас все ровно. Ну, все. Значит, у Ержана что-то. Нормально все. О, пан, здорово. Так, Катерина. Вот какая Катерина. Понятно. Да, ребята, приводите своих друзей, что. Я рад каждому. Вот, у нас все окей. Ну вот. Ержан, что-то у тебя там. Что-то у тебя там. Ну вот. А, в Казахстане каждый вечер в это время YouTube. Я понял. У меня нет друзей. В смысле нет друзей, Коль? Как нет друзей? А что спеть-то ночью? Правильно. Не, ну а что вы пишете, я вам отвечаю. А что спеть? Я что-нибудь споем. О, Колян стер запись свою. Так. У меня все песни, Катюш, любимые. Сиреневый туман над нами проплывает, над тамбуром горит полночная звезда. Кондуктор не спешит, кондуктор понимает, что с девушкой я прощаюсь навсегда. Кондуктор не спешит, кондуктор понимает, что с девушкой я прощаюсь навсегда. Ты смотришь мне в глаза и руку пожимаешь. Уеду я на год, а может быть на 2, а может навсегда. Ты друга потеряешь, еще один звонок и уезжаю я. Еще, может, навсегда. Ты друга потеряешь, еще один звонок и уезжаю я. Последнее прости с любимых губ слетает, в глазах твоих больших тревога и печаль. Еще один звонок и смолкнет шум вокзала, и поезд улетит в сиреневую даль. Еще один звонок и смолкнет шум вокзала, и поезд улетит в сиреневую даль. Сиреневый туман над нами проплывает, над тамбуром горит полночная звезда. Кондуктор не спешит, кондуктор понимает, что с девушкой я прощаюсь навсегда.
навсегда. Так, экран потух. Кстати, надо написать в мою группу в WhatsApp, что стрим. Я забыл вообще. Такая песня. Да, хорошая, кстати. Старая, ну хорошая. Ага. Так, Ирина Сергеевна покинула группу. Ну да ладно. Ну ничего страшного. Чпуньк. Тара-тара-тара. Нет, подожди, стой, не тут. Так, это вот значит. Так. О, нифига себе, как я умею. Да я тоже что-то в шоке. Все замолчали, действительно. Может, ушли все тем? Посмотри, сколько там народ сидит. Может, задумались. Ну что, песня такая, да? Девять человек. Ну ты так быстро написал, серьезно, ты что, клавиатуру починил? Или она глючить перестала? 8. Пум, сейчас у него будет 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Никого. Ну что, сегодня пятница, да? Тара-тара-та. Конечно, добрался, он сегодня красил. Молодец. Трясущимися руками, бедный. Ну, красил. Не, ну а что, бывает. Расслабился пару дней. Вот. Всем и не без греха. Что тут такого? А где Серега спрашивает? Понятия не имею. Написал что-то в группу. Еще 0 эмоций. Не знаю. Да ладно, что час постримим, да и никого не будет. Да. Но могу напеть. Так что кто где. Да, согласен, пан. Давай песню про осень. Не помню название, но могу напеть. А я пел ее, Вань? Наверное, в Бухару ушла. Кто? Настя, что ли? Да брось, ты что? Она не пьет. Это. Я пел ее, Вань, песню про осень. Или осень в небе. А, что такое осень? А я слов не знаю, Ванька. Что такое осень? Это что-то небо. Че небо под ногами. Тара-тара-тара-та. Та-та-тара-тара. Блин, вот компьютер слабый. Ну сейчас можно было бы включить минусы. Пел же на днях. Я ее не пел. Ну у меня слов нет. Ванюша, я дома. ДДТ осень. ДДТ осень, да. Осень я давно с тобою не был. Уже что-то разлетаются птицы с облаками.
Вот так и пел. На-на-на-на-на-на, на-на-на-на, да? Вообще нормально. На-на-на-на-на-на-на-на-на. И кто-нибудь такой пишет, можно слова, офигенная песня, спеши мне слова. Городок. В смысле городок? Городок. Что за городок, пан? Что и группу в WhatsApp вообще не отвечает. А, я тоже ее не знаю. Не, я ее знаю, слов не знаю. Даже и... А как хочется ворваться в городок. Влад Крошкин, здорово, Влад. На нашу улицу в три дома, где все просто и знакомо, но один днем, где без спроса ходят в гости, где нет зависти и злости, милый дом, где рождение, справляю, и навеки тоже всем дорог. Ну, короче, ладно. Да, Анжелика Варум. О, вот он и Сережка появился. Здорово, Сереж. Ну чё, ты смотрел камеру? Какая, да, песня, которую сегодня выложил на канал? А, Мельницу? Только она же будет в моем истинном исполнении. Вот это вот. Я не буду там... Михаил, давай. Так, сейчас, ребятки, я пойду дымну. Не разбегайтесь. Лучше друзей зовите. А вчера кто-то залетел во Free Fire какой-то, не знаю, там у него аккаунт был. Ну, понятно, было написано, что Free Fire. И что это за канал, я говорю. Ну, так и так, короче. Пошел я покурю. Да, Тём, я тоже пойду покурю. Что за канал? Я говорю, ну так и так, стримы, я тут песни под гитару пою. А, ну нет, тогда мне здесь не место. Ну, я не стал человека останавливать. Что. А как он сюда попал, я понятия не имею. Может, кто-то из своих прикололся. Не знаю. Андрюх Салмин, здорово. Так, ладно, сейчас я пойду дымну и спою вам мою песенку. Да, сейчас. Так, что это у нас? Источник медиа. Ага. Обзор. Что вам поставить, чтобы вы не скучали? Вот это вот сейчас поставим. Ок. Не бери в голову, Миш. Да, ну, я не беру, Ванька, ну, все равно как-то, как это вообще находит какие-то посторонние люди, мой стрим. Нашел бы какой-нибудь донатер, да? Так, что тебе там надо? Ага, 40 тысяч для компьютера, это не вопрос. Не, ну все же хотят этого, правильно, согласитесь, чтобы какой-нибудь мега-донатер залетел. Короче, ладно, все. Так, смотрите, сейчас я вернусь.
Выйду ночью в поле с конем. Ночкой темной тихо пойдем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. 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 Ночью в поле звезд благодать, в поле никого не видать, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем. Только мы с конем по полю идем. Только мы с конем по полю идем. Сяду я верхом на коня, ты неси по полю меня, по бескрайнему полю моему, по бескрайнему полю моему. Дай-ка я разок посмотрю, где рождает поле зарю. Ай, брусничный цвет, алый мой рассвет, али есть то место, али его нет. Ай, брусничный цвет, алый до рассвет, али есть то место, али его нет. Полюшка мое, родники, дальних деревень огоньки, золотая рожь да кудрявый лен. Я влюблен в тебя, Россия, влюблен. Золотая рожь да кудрявый лен. Я влюблен в тебя, Россия, влюблен. Будет добрым год хлебород. Было всяко пройдет. Пой, золотая рожь, пой, кудрявый лен, пой о том, как я в Россию влюблен. Пой, золотая рожь, пой, кудрявый лен. Мы идем с конем по полю вдвоем. Алевтина, привет. Настя, привет. Да. Я тут Тёма вспоминал. И Сережку тоже вспоминал. Привет, Тёма. Привет, Тёма, тебе. Ну, ты слышал. От матери. Ну. Алевтиночка, ты как обычно. О, Мишаня, здорово тебе, братан. Давненько тебя не было. Здорово, тезка. Как ты? Как вы вообще, ребят? Привет, радость моя. Это мне? Это мне или кому? Кому это было адресовано? Мишаня, видел песню? Я выложил свою мельницу. Наконец-то я выложил. Мне этот Discovery помог. Минус сделал. Красавчик прям вообще. Молодец. Чего вообще замолчали-то, я не понял. Настя.
Ну да ладно. Понятно. Настюш. Ну и чё, все замолчали, все убежали. Ёкарный бабай, а. Да, пятница, развратница, все походу, кто чё, кто отдыхает, кто. А мне завтра на работу. Тёме тоже на работу. Я тут. Я видел. Посмеялся Михаил, а нам не дал. Я тоже на работу завтра. Ага. Не, послезавтра я выходной. Наверное, в следующей неделе мне сегодня шеф сказал, что-то там металла нет. Ну, как бы не то, что металла, мы наварили очень много всяких изделий из железа. Может быть, на следующую неделю я дома буду. А что, тогда буду стримить еще и чат-рулетку, и какую-нибудь игру, может быть. Буду стримить. А что делать? Посмотрим. Так, чё, пан, и вам не... А вам и не надо. А? Миша не поздоровался и убежал. Вот засранец, а. Меня завалили. Ну да. Ну мы тебе наварили. Вот теперь крась. Ну а чё? Ты отдохнул. Теперь крась. Вот. Я не знаю, Макс, там чё, ну я послезавтра, я уж которую неделю, в воскресенье у меня выходной, мне по барабану. Вот. Да, смех продлевает жизнь, кстати. Смеяться полезно. В Лужниках Рамштайн будет. Эх, я представляю, там сколько билеты стоят. Офигеть. Рамштайн в Москве. Прикольно. Ну чё, замолчали-то? Чё, никого нет, что все убежали? И я так не играю. А чё, мне 30... Ну, ты 40 минут, ну сейчас до часа догоним, чё, блин. Настя. Чё, никого нет, ни хера. Я ем. Приятного тебе аппетита. Нет, смотрят все на тебя. Господи, что на меня смотреть, Тем? Смотрят на меня. Спасибо. Пожалуйста, Настя. Да, что-то их нету. Ни эгоиста, ни... Кто там еще? Мортала нету. Алиски нету. Скажи Катерине, что я ее люблю. На развитие канала. Катюш, Ваня вас любит.
Ну-ка, походу там либо муж с женой, либо... Блин. О, Лонг. Здорово, дружище. Вань, спасибо огромное. Нифига себе. Вот это да. Я в шоке. Так вот. Так, сейчас. Перспективный, бесперспективняк. А вы чё, ребята, там... Я тоже в шоке. Офигеть. Спасибо, Вань. На новую камеру для канала. Да, так, 3 рубля. Чудеса вечерние. Давай не грусти, Миш, мы с тобой. Спасибо, Вань, спасибо огромное. Нифига себе, спасибо. Ребята, огромное вам спасибо. Фух. Поем. А, мельницу ж я обещал, точно, я же покурил. Да. Лонг видео, здорово, дружище. Здорово. Ты мне сказала, что мы не пара. Слезинка по щеке, как капелька росы. Вокруг соседи, они не бредят и варят кашу за спиною языки. Все перемелится, как мука на мельнице. Будем мы с тобою жить в доме у реки. Все перемелится, отпоет метелица. Счастливо будем жить в доме у реки. Не надо плакать, отбрось сомнения. Любовь пришла, ее не надо больше ждать. Я знаю точно, вопрос исчерпан. Два милых сердца никому не разорвать. Все перемелится, как мука на мельнице. Будем мы с тобою жить в доме у реки. Все перемелится, отпоет метелица. Счастливо будем жить в доме у реки. Ты мне сказала в этот день, что мы не пара. Блеснув слезинкою, как капелька росы. Теперь об этом мне поет моя гитара. А я считаю одиночество часы, что на душе моей не передать словами. Соседи мелят языком, как жернова. Но знаю я, что скоро будет между нами то, от чего кружится голова. Все перемелится, как мука на мельнице. Будем мы с тобою жить в доме у реки. Все перемелится, отпоет метелица. Счастливо будем жить в доме у реки. Еще раз. Все перемелится, как мука на мельнице. Будем мы с тобою жить в доме у реки. Все перемелится, отпоет метелица. Счастливо будем жить в доме у реки.
Екатерина Герцева, привет, Катюш, привет. Ты видела мою песню? Вот ребята уже видели песню мою, которую я сегодня ее загрузил на YouTube себе на канал. Мельницу. Под минус офигенный роковский такой минус мне Discovery сделал. Ну, который в Зелке сидит, Саша. Видела, если? Екатерина Герцева, которая. Видела и отлайкала. Надо было комментарий какой-нибудь написать. Там если Юра рядом, ему привет. А, да, это же не мне. Ну и вам, Екатерина. Да, значит, вас Ваня действительно любит. Нифига себе. Я аж растерялся. Обалдеть. Спасибо, ребят, что поддерживаете меня не только просто нахождением, лайками и комментариями, но еще и финансово. Да, спит уже. Передай. Че он вообще хоть раз бы зашел, чуть написал, или что ему не по душе гитара? Я ж не знаю, его ни разу не видел, вот поэтому, может, не любит. Есть такие люди, которые не любят гитару, не любят музыку. А я люблю музыку. Я буду петь, пока я не помру. Вот, ему некогда. Ну, понятно, Катюш, понимаю, человек занятой. Но все равно от меня Сварнову привет передай. Да. Вот так вот. Так, лонг видео зашел и что-то ушел. Или он тот? Так, ну что тогда значит? Да, на вебку у меня уже есть. Это замечательно. Значит, надо шефу завтра сказать, пусть покупает мне вебку, а я ему сразу бабки отдам. Спасибо, Вань. Огромное. Катерина, и вам спасибо. То, что он вас любит и вот выразил вот эти чувства свои. Прямо вот на канале. Обалдеть. Да. Офигеть. Я в шоке. На каких еще инструментах пытался играть? На бас-гитаре я играл, на ударной установке и на духовых, почти на всех духовые инструменты. Альт, тенор, тенор второй, баритон, бас эсовый, бас бейный, корнет, труба. Ну да ладно. Любовь творит чудеса. Да. Любовь творит чудеса. Везет же вам. Ребята, что имеем, знаете, есть такая пословица, и что имеем, не храним, потерявших плачем. У меня была любовь, но я сам все испохабил. Ну, отчасти я виноват. Ну, и отчасти она. Ну, это уже дела давно забытых дней. Так что цените друг друга, если любите, любите до последнего. Вот. Чтобы не было, какие преграды бы не были. Вот. Если есть какие-то непонятки, лучше сесть спокойно, пообщаться. Вот. Но не таить в себе вот это вот зло какое-то на друг друга. Я спать пошла, всем спокойной ночи, Настенька. Спокойной ночи. Приятных снов. Так что вот так вот. А сейчас всего этого нет, я бы сыграл. Да я бы тоже тем сыграл бы на баритоне, например. Да, у нас ДК сгорел, и там все эти духовые инструменты погорели просто. Настя, прохладная ночь. Прохладная. Что она прохладная будет? Почему, в смысле, Настя, почему будет прохладная ночь, не понял. Постель холодная. Настюш, ну у тебя постель-то временно холодная, у меня она постоянно холодная, уже лет 5, наверное. Ничего страшного, ничего. Не судьба, значит, не нашел еще тут. Ну, не нашел. У меня есть для кого жить, у меня есть дети. Вот. Одна
рад, себе обручальный кольца купил сегодня. О, как нифига себе. Ты что, с Лехой уже хотите это? Подвенчаться? Ну, в смысле, ну ты поняла. Вот это ничего себе, свадьба через месяц. А почему я не знаю? Настя, Настя. Ёкарный бабай. Андрей Салмин, капец. Чё за капец? Андрюш. Андрюшенька, аж ты что ж молчишь-то? Ничего хорошего не напишешь нам. Я еще определиться. Я своей предлагал там и обвенчаться, и нам не хотела. Свадьба через месяц. Ну и чё капец? Радоваться надо, ну. Хотишь, я заказала только с гравировкой. Вот это да. Везет же кому-то. Любовь, морковь, все дела. Любовь проверяется, знаете как, когда дети, как жена болеет, либо муж, там, поднести там бокал чая, бытовые какие-то проблемы, там, вот в этом любовь проверяется. А не так конфетно-букетный период, там, я не знаю, там, не знаю, бабок до хера, забот нет, хлопот нет. Это так. А когда вот начинается обыкновенная жизнь, вот тогда любовь и проверяется. Это мое мнение, конечно. Я не такой там сижу там, блин, сейчас кто-нибудь смотрит, скажет, ой, ты ёпта, 70 лет прожил. Михаил, мы твои друзья, Катя моя будущая жена. Ёкарный баба, я ж покраснел. Будущая жена, так вы реально все. Спасибо, Ваня. У меня слов нет, если честно. Нет, это вообще. Ну, совет вам да любовь, ребят. Че? Короче, ладно. Я ее давно не пел. Я спою. А Катя тут? Не Герцева, а та Катя, которая твоя будущая жена. Сейчас, секунду. Екатерина, если ты тут, просто напиши «да». Сейчас, подождем. Обалдеть вообще, это да. Катерина, ау. Подожди, Вань. Катерина, вот. Вот смотри, Катюш, сейчас. Ну, вы понимаете, там у вас свое. Давайте, значит. А, она рядом. Я что-то не понял, вы там рядышком. Ну, короче, смотрите, Катя. Сейчас от его имени с моих уст прозвучит тебе песня, хорошо? Вот. Бабушка, баба Галя, здравствуйте, здравствуйте. Сейчас я песню спою. Вот. От Вани, Катя, тебе сейчас песня. Я хочу, чтоб ты стала моей женой. Я хочу, чтоб всегда была рядом со мной, чтоб делили с тобой без усталости все надежды, печали и радости, чтоб делили с тобой без усталости все надежды,
голубоглазая, светловолосая, и как мама немного курносая. А еще я хочу, чтоб любимым наш дом, чтоб друзья собирались за круглым столом, что делиться могли с ними вместе мы нашим счастьем и нашими песнями, чтоб делиться могли с ними вместе мы нашим счастьем и нашими песнями. Если сразу не сможешь согласия дать, то поверь мне, могу я еще подождать. И мечтаю уже больше года я о тебе, моя светлая, гордая. И мечтаю уже больше года я о тебе, моя светлая, гордая. Согласись быть, родная, моей женой, и любимым я буду лишь только тобой. Вместе нам не страшны ни беда, ни печаль, и с тобою всю жизнь прожить будет не жаль. Согласись, вместе нам не страшны ни беда, ни печаль, и с тобою всю жизнь будет прожить не жаль. Согласись быть, родная, моей женой, согласись, и весь мир будет только твой. Вместе мы проживем жизнь сюда конца, и услышать в ответ я хочу только да. Вместе мы проживем жизнь сюда конца, и услышать хочу я в ответ только да. Я хочу, чтоб ты стала моей женой, чтоб всегда была рядом только со мной, чтоб делили с тобой без усталости все надежды, печали и радости, чтоб делили с тобой без усталости все надежды, печали и радости. Вот так вот, короче, Катюша, это тебе от Ивани. Танюш, привет, воркаут. Здорово. Баб Галя, здравствуйте. Вот. Когда два человека взаимно берегают цену, не забудьте уважать. Нужно беречь и подогревать. Мы молодцы, если храните свои чувства. А потихонечку, Катюша, я тебя тоже знаю. Таня, Танюш, ты видела, да, я сегодня скинул, короче, песенку свою. Вот. Офигеть вообще. Так что, ребята, да, совет вам там, да, любовь, ну, серьезно. Любите друг друга, будьте счастливы, там, растите детей. Я видел сейчас петь серьезно, ты пойдешь со мной петь? Тань, ну если у тебя голос еще не восстановился, не мучай свои голосовые связки, хорошо. Я же жду, я буду ждать, вот, как получится. Ну, да, там высоко, что-то. Хотя тональность та же. Меня там столько людей поддержали, мое соло, я в шоке вообще, Танюш. Так что, Вань, Катя, вам совет, да, любовь не серьезно. Не, ну если вы там рядом сидите, горько, что я могу еще сказать. Спасибо, ребят, за такой, за такую финансовую поддержку. Я просто, я вообще, короче, в шоке. Ну, а что, они там ушли, наверное? Я не знаю вообще. Вот. Я ее загрузил, что там еще эту песню. Себе там песен. У меня там сколько? 14 песен, что ли, уже. Или сколько? Кто-то поет, да. Да, обалдеть. Я вернулся. Сереж, ты такое пропустил. Эрик, Серега. Че тут? Ну, на шкалу посмотри. Пойду схожу, но пока без видео. На шкалу
посмотри донатеров. Кто на втором месте. Обалдеть. Да пофиг. Да, ну, 14. Да, почти 15к. Вот так вот. Вот посредством моего канала человек выразил, парень девушке выразил свою любовь. Да вот. Еще и бабу задонатил. Обалдеть. Я в шоке. Все, короче, камера у меня в кармане. Ну а чё? Я поеду тогда, если завтра шеф не возьмет, я в воскресенье поеду сам в Саратов, куплю себе камеру. Че, обалдеть. 5000 кто задонатил? Ну там же видно, вон Ваня задонатил. Вот. Кто это такой? Да тут сидит вот Ванька. Его Катя привела, а он хочет. Короче, она его скоро станет женой, я сейчас песенку пел. Вот. Да я его тоже, в принципе, не знаю, но оказывается вот такой человек обалденный. А где они? Так, пойду схожу, но пока без видео. Танюш, ну да, попробуй. Не, ну если голос у тебя еще плохо. Миш, хватать не будет, добавим. Не, Вань, спасибо огромное. Мне этого вполне 5000 мне хватит. Я себе простенькую возьму. Конечно, есть там, я не знаю, и за 10, и за... Я не знаю, ну... Мне вот сейчас у меня 360, 720... нет, это не Ванька Нежданчик. 720 сказали хотя бы, пусть будет. Конечно, охота, чтобы было получше, но... Это уже наглость, понимаешь, Ваня? Что я буду еще у тебя денег что-то просить. Мне это стрёмно, если честно. Понравилась эта песня, Вань? От твоего имени и Кати. Я надеюсь, что понравилось. Ну и все, самое главное, что понравилось. Екатерине, я думаю, тоже понравилось, да? Вот. Не мне. Катин жених. Да не у Кати Герцева Юра там, ворон. Там уже все серьезно, походу, тоже уже. Вот. Ты сейчас придумаешь, Сережка. Ой, все. Другая Катя. У нее просто написано Катерина. Или Екатерина. Я не помню. Запутали. Вот. Так что спасибо, Вань. Серьезно. Нет, от души. Как я люблю говорить, от души, душевной души для душевной души, душой по душе. Да. Ладно. Ладно? Собираешься уходить? Не, ну а чё, Катя? Которая Герцева. Вот. Юра попросит, я тебе спою песню. Не вопрос. Ну, от его имени. Ну, он тебе сам на этом чуть споет. Хорошего стрима. Мишка, да, надо. Ну, ладно, чё ж. Надо так надо. Так, а что получается завтра? Спой что-нибудь от себя нам в чат. Вань, хорошо, сейчас спою. Значит, завтра я еще денег возьму и добавить. Ну ладно, короче, возьму камеру. Сейчас что-нибудь споем. Так, значит, что, пойду я сейчас, наверное, дымну. О, Наталья, привет, Наталья. Наталья, здравствуйте вам. Рад, что зашли. Вот. Я сейчас пойду покурю и вернусь. Да, завтра будем шефу, значит, пусть он или вообще меня возьмет с собой. И я тогда, ну, камеру надо покупать, потому что если в Саратов ехать, это получается дорога только в один конец 1000, и оттуда 1000, это уже 2, это получается, да. А если, может, он возьмет, там, прям ему 5 отдам, он мне за 5000 какую-нибудь камеру хорошую купит.
Ладно, и, короче, что я, в смысле, вслух. Так, где? Сейчас вам что-нибудь включу и, короче, пойду. Покурю. Нервы свои успокою. Не, ну чаще бы так нервировали, конечно. Это было бы замечательно. А я вам пока сейчас что-нибудь включу. Так, блин, все забываю что-нибудь нового вам. Ну, хор, веришь, ведь надо выйти. Вот, давайте, любой позови меня. Да. Так, все, ребятки, слушайте, сейчас я вернусь. Ой, не то. Не уходи пока. В смысле не уходи пока? Вань, в смысле? Сейчас на дорогу ски. Ты серьезно? Господи, что это за щедрый человек такой? Не видите, считать. Да ты, Катя, себя никогда не покажешь по видео. Прячешься. В смысле она прячется, Сереж? Не всем дано красоту, на красоту смотреть, есть избранные. Ну да, Юра там смотрит на твою красоту. Да забей, Мишаня. Да ладно, я чё, я ничего. Так чё, вы опять модераторы сраться начинают, что ли, я не понял? Вы так шуткуете. На дорогу. Нефтяной магнат, что ли, какой, Вань? Блядь, это... Простите. Я не знаю, как тебе благодарность выразить. Я понятия не имею, если честно. Спасибо тебе огромное. Знаешь, Вань, давай сделаем, наверное, так. Ты закажи какую-нибудь песню, я ее не знаю. Капюшон сделал, да, Катюш, да, блять, у меня наушники выпали. Все норм, Миш. Вань, ты закажи какую-нибудь песню. Я, если ее не смогу, я ее в смуле спою специально для тебя, если хочешь, конечно. Не, ну... Вообще фантастика. Ну все, мне в воскресенье по-любому будет камера. Офигеть. Ребят, я пойду дух переведу. И это самое, вы не уходите, послушайте, пока посмотрите это самое видео. Я сейчас вернусь. Да что я не туда уже нажимаю, вообще кошмар, это фантастика какая-то. Любэ, позови меня. Попробуем. Позови меня тихо по имени, ключевой водой напои меня. Отзовется ли сердце безбрежное, несказанное, глупое, нежное? Снова сумерки сходят бессонные, снова застят мне стекла оконные. Там кивает сирень и смородина, позови меня, тихая родина.
позови меня на закате дня. Позови меня, грусть, печаль моя, позови меня, позови меня на закате дня. Позови меня, грусть печальная, позови меня. Знаю, сбудется наше свидание, затянулось с тобой расставание. Синий месяц за городом прячется, не тоскуется мне и не плачется. Колокольчик ли дальние ехали, только мимо с тобой мы проехали. Напылили кругом, накопытили, даже толком дороги не видели. Позови меня на закате дня. Позови меня, грусть печальная, позови меня, позови меня на закате дня. Позови меня, грусть печальная, позови меня, позови меня тихо по имени, ключевой водой напои меня. Знаю, сбудется наше свидание, я вернусь, я сдержу обещание. Всем спасибо. Спасибо. Да тут я тут, ну, тут я, ребят, ну просто, да, снимаю стресс, ну почаще таких стрессов, ну серьезно, ну на самом деле. Так, Ваня там просил какую-нибудь песенку, сейчас я спою. Миша, походу, 2 сигареты за раз курит. Ну, главное, чтобы не как в том этом мультфильме, да, ну погоди, когда он всю пачку так и позеленел. Я спою сейчас песенку «Кап-кап». Ваня, ты тут? Ваня. Иван, ты тут? Белка, дупло прием. Ну ладно, это так, приколы. А, нет, оно вот в этой тетрадке. Фух, вот это да. Вот это ничего себе. Для меня это, конечно, дикость. Миш здесь. Ну все, сейчас мы споем песню. Ее... Мои вот, которые старые пользователи, как говорится, и которые взял, которые с самых первых моих стримов, они знают ее. Вот. Ее нигде нет, она на ютубе. Мне один человечек посоветовал, созерцатель. Да, Екатерина? Она хорошая, действительно. Как барабанит дождь по крыше, ты
совсем не слышишь, на ветвях хрусталики дождя. Под дождем стою и мокну я. На ветвях хрусталики дождя. Под дождем стою и мокну я. Ты стоишь перед камином, я пришел к тебе с повинной под холодным проливным дождем. Мы стоим с гитарою вдвоем под холодным проливным дождем. Мы стоим с гитарою вдвоем. Как пляшет пламя на поленьях, как держишь книгу на коленях, как перед глазами стою я. Это просто выдумка моя. Как перед глазами стою я. Это просто выдумка моя. Как мы с тобой давно расстались, как но следы любви остались, и я не хотел бы, чтобы вновь кто-то растоптал мою любовь. И я не хотел бы, чтобы вновь кто-то растоптал мою любовь. Как барабанит дождь по крыше, ты меня совсем не слышишь, на ветвях хрусталики дождя. Скоро позабудешь ты меня, на ветвях хрусталики дождя. Скоро позабудешь ты меня. Да, такая песня офигенная. Да, Катюш, Герцев, который модератор, да, созерцатель, сразу кап-кап. Тут точно, он же мне ее подогнал. Задонатил мне за нее. Ну, вот, 100 рублей, созерцатель. Потом мы с ним руганулись. Потом, да, хорошая песня. Ребят, обычно парень просит, подари мне сына там, либо дочь, это наоборот, Катя просит, я не могу понять. Ну да ладно, в принципе, не важно. Офигеть. Так вы вместе, да, там все нормально, я так понял. Вон оно что. Понравилось Ване? Ну, такая песенка офигенная. Вот. Ух. Обалдеть. Какой сегодня стрим? Наполнен теплом любовью. Я, знаешь, Катюш, я завидую прям вот и Кате, и Ване. Я вот честно, белой завистью, естественно, я завидую. Я ж один, у меня никого нет, кроме матери. Вот. Ну, детей. Ну, это дети, это совсем другая любовь. Вот, а охота счастья своего. И вот прям вот зависть такая, белая зависть к людям. Да, ребята, любите друг друга, будьте счастливы. Будьте до конца, несмотря ни на что. И дети, естественно, конечно, дети, потому что дети — это смысл нашей жизни. А в чем еще смысл? Мы все равно все умрем.
Хоть какой бы ты там ни был, богатый, бедный, могилку выкопают и все, закопают. Так что совет да любовь. Блин, мне кто-то вспоминает, про меня уши горят. Надеюсь, кто-то из чата. Надеюсь, хорошим словом. Миш, знай, что у тебя есть друзья. И, Вань, я понял. Я рад. Я всем рад, в принципе. Я же человек простой, как ситцевые трусы и 3 копейки. Простота в нынешнее время губит. Ну, я такой, я не буду меняться, понимаете? Хоть мне 37 лет. Заряжаешься их теплом. Да, Катюш, совершенно верно. Заряжаешься. Это точно. Обалдеть. Так, ну что, давайте петь. Давайте петь. Петь надо, петь. Надо петь. Че, милые зеленые глаза? Катерина Герцева, которая. Почему я не вижу от тебя вот этой заявки? Милые зеленые глаза, там, либо что, я не знаю. Я сам с Москвы, хочешь, приезжай встречу. Вань, ну смотри, если я поеду, ну что я поеду только что, если на заработки. Вот. А так, что я поеду? У меня работа, понимаешь, дружище. Если бы у меня не... Если бы, как говорится, у меня было бы много подписчиков, да, ну, допустим, вот, там, я не знаю, как у некоторых стримеров. Естественно, я бы забросил работу. Я занимался бы любимым делом, я бы пел, там что-то стримил, сидел бы в Ютубе, занимался своим любимым. Но приходится работать, понимаешь? Вот там одна работка наклеивается, может быть, меня в Москву возьмут. Может быть. Блин, а как тогда я? Я уже привык к вам ко всем, привык к этим стримам. Мать меня будила в тот раз. У меня 2 фирмы, какую должность хочешь? Какую должность? Я сварщик обыкновенный, Вань, ты что, о чем? Какая должность? Я руководить не умею, если ты про это. Так, варить, металл варить. Вот это вот мое. 2 фирмы, боже мой, обалдеть. Те люди. У меня на канале сидят, офигеть. Вот. И я говорю к тому, что сварной же. Ну тут-то не написано, что сварной. Вот. Это в Зелке написано сварной, там у меня никнейм. А тут-то Михаил Пугачев, они ж не знают, Катюш. Сварщик. Да, сварщик, сварной. Электрогазосварщик, да. Так что такие дела. А так бы так. Конечно, ну хотелось бы. У меня сварных нет. Логистика и ритуал. Ритуал? Логистика. Логистика что-то знакомое, я даже не знаю, что это такое ритуал. Вот мы, кстати, тоже я работаю сейчас в ритуале, но я варю оградки, там всякие кресты, вот это вот все делаю. Я варю, понимаешь? Вот. Это все дело. А так бы да. Конечно бы хотелось заниматься своим любимым делом. Сидеть там, не знаю, на ютубе и радовать людей своими песнями. Но приходится, Вань, работать. Но в Москве. Логистика и ритуал. Но в Москве. Ритуалка в Москве. Обалдеть. Нифига себе. Вот. Так, ну что, милые зеленые глаза же мы хотели петь. Милые зеленые глаза. Да, в Москве ритуалка. Ничего себе. Обалдеть. В комнате один я смотрю на звезды в окнах. Посмотри на них. Если хочешь, даже с неба. Ты в Ростове, да. Ну а я в Чечне скучаю. Посмотри на них. Посмотри, я умираю. Милые зеленые глаза, а в глазах жемчужина слеза.
я их никогда. Ты приди ко мне, мечта моя, милые зеленые глаза, а в глазах жемчужина слеза. Не забуду я их никогда. Ты приди ко мне, мечта моя. Может быть и ты, как и я там повстречаешь, ты меня найди, а при встрече мне расскажешь, как меня ждала, как по звездам ты искала, как меня нашла, как от радости рыдала. Милые зеленые глаза, а в глазах жемчужина слеза. Не забуду я их никогда. Ты приди ко мне, мечта моя, милые зеленые глаза, а в глазах жемчужина слеза. Не забуду я их никогда. Ты приди ко мне, любовь моя. Так что вот так, Вань. Какая должность ты что? Даже подмен вчера пели, не то. Спасибо, Михаил Владимирович. Екатерина, ну я же, ты же знаешь, мне никогда не сложно попеть. Тем более, если сидят люди, нравится людям, почему бы не спеть? Вот. Пельмени кто хочет. О, Андрюха, здорово тебе, дружище. Вот, а когда у меня будет я все равно, я заработаю. Сегодня меня написал один Эдвард Борис. Вот, но он тоже на меня подписан. Говорит, не обижайся, там, ну ты никогда не надонатит, короче, на компьютер. Я говорю, не надонатит, ну так заработаем, что. И вот когда будет у меня нормальный компьютер, вот, тогда я буду петь и не только под гитару, буду еще петь под минус, Катюш. Вот. Потому что очень много песен, я вот заметил, очень много. Это достаточно. Надумаешь, дай знать. Сейчас, Вань, подожди. Вот. Потому что очень много сейчас заказывают песен. Но я их знаю, но я их спеть не могу, или их слов не знаю. Но и все равно будет компьютер когда-нибудь. Ладно, Миш, ты как человек хороший, это достаточно. Надумаешь, дай знать. Вань, ну а что надумаешь? Ну, приеду, ты меня встретишь. Кем я буду работать? Понимаешь? Если ты мне какую-то хочешь предложить, какую-то должность, это как вот? Руководить кем-то, я не умею никем руководить, понимаешь? Я руковожу вот над болгаркой, над металлом руковожу. Вот. И то даже вот я прошу, я не говорю так, пацаны, мне нарежьте там это самое. Я прошу, ребят, там нарежьте, пожалуйста, там вот это, согните мне этот вензель. Вот. А видишь, у тебя сварных нет. Ну, это печально. Что-нибудь копать, у меня спина. Так что спасибо, конечно, за предложение. Кем там, что я там буду? Охранник, бардачом работать. Начальник всей системы на ДК. Где? Руководитель. Да при чем тут это? Мне человек, он должность какую-то предлагает в Москве. Не знаю, какая должность. Да что, я руководить никем никогда и не буду. Я не умею учить и руководить, вот как я говорю. При желании можешь всему научиться. Да ладно. Миш, учись на парикмахера, косметолога или массажиста. Ну, Танюш, да ты прекращай. Нет, я люблю свою профессию, Тань. Пусть второй зверь. Здесь зверь. Свет. Буш мой. На парикмахера учиться. Да. Сварной в шоке буду такой. Не звезда в шоке. Сварной в шоке. Такие губы, цифры такие, блядь.
Диспетчер, у меня в ритуале за сутки 5000 платишь. За сутки. Что-то, может, я сплю вообще, это сон какой-то, что ли? Пойдешь? Пойду. 5000 за сутки. На кладбище он тебя приглашает работать, Миша. И чё? Короче, надо как-то это обмозговать все. Вань, дай мне свой номер телефона или мой запиши, я не знаю. Не созвон, конечно, ну, что это такое, офигеть вообще. Вот. Да, и только это, сейчас не звони, потому что у меня модема нету, я через телефон, у меня к телефону подключен. Этот, вот. Александр, Саш, здравствуй. Вот, у меня подключен. Телефон у меня подключен в этом. Блин, я не соображаю уже ничего. Телефон у меня как модем. Модем, да. Вот. Потому что у нас модем стоит 3. Нет, стоит он 2600. Модем. Надо будет потом его купить. Потом я его куплю. Наташ, сейчас я спою, записываю. 8 927 161 72 92. Только, пожалуйста, Вань, не звони сейчас, а то у меня сейчас стрим слетит сразу. У меня модема нет, у меня телефон. Я использую телефон как модем. Вы поняли, да? Вот. Записал, Вань? Принял. Все. Ну, вот в WhatsApp у тебя есть? Можешь в WhatsApp что-нибудь после стрима. Это самое. Последние 2 цифры надо было запикать. Да ладно, что, уже не плай. Зачем ты будешь, Таня, мне звонить? Я не понял. Не надо, Танёр. Так, подождите, кто стучит, сейчас, секундочку. Не, ребят, не надо звонить, ну правда, ну серьезно, ну вы же хорошие люди. А то, да, у меня модема нет, поэтому у меня сейчас кто-то позвонит мне и все, и у меня все слетит. Но WhatsApp, даже в WhatsApp нельзя звонить, потому что... Ну я пока модем себе не приобрел. Я приобрету, я обещаю вам, сначала надо камеру, потом модем купить. Да, вот. А потом уже, ну компьютер это уже, мы шутники звякнем. Не надо, Андрюх, ну хорош, вы чё, сейчас у меня все моментально слетит стрим, не закончится он. Вот, плохой я человек. Танюш, ну не надо. Вы чё? Так, плод, да. Я сейчас пойду дымну, можно же, да? Кстати, вот с Танюшей сейчас поставим песенку, мы с Танюшей пели. Вот. Ну мы шутники шутим. Да я понял, что вы шутите. Так, без паники, мы на Титанике. Сейчас, короче, я, ребятки, вернусь. Так. Где наша Таня? Так. Вот она, кукушечку мы с тобой, Танюш, пели. Сейчас, погнали. Сейчас, ребятки, я вернусь. Пока курит жахнем. В смысле жахнем? Не надо ничего. Ну, короче, сейчас я вернусь.
Песен еще не написанных сколько? Скажи, кукушка, пропой. В городе не жители на выселках, камнем лежать или гореть звездой, звездой. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня. Вот так. Кто пойдет по следу одинокому? Сильные да смелые головы сложили в поле, в бою. Мало кто остался в светлой памяти, в трезвом уме, с твердой рукой в строю, в строю. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня. Вот так. Где же ты теперь, воля вольная? С кем же ты сейчас ласковый рассвет встречаешь? Ответь! Хорошо с тобой, да плохо без тебя. Голову до плечи терпеливые подплеть, подплеть. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня. Вот так. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня. Вот так. Да не это. Андрюха шутит, наверное. Вот. Андрюха, ну откуда ты, Таня, можешь? Ну, есть только из моих видюх. Вот. Либо кто-то где-то наш с ней какой-нибудь дуэт скинул. Да, скидывает только кто? Владислав скидывает мои дуэты. Вот. Так что вот так вот. Пу-пу-пу-пу-пу-пум. Танюшка уже засветилась. Ах ты, тучка! Так, Наталья, тут стена, которая плот. Я же специально для нее песню. Зелка может. А в смысле, Таня, а при чем тут Зелка? Там фото мои. Я здесь. Ну все, значит, поем плот. Да, длинная песня, ребят, сразу предупреждаю. Вот. Но, а что, время 9, можно еще попеть. Ну, вот и Зелка. Зела рация. Ой,
Андрюх, даже не заморачивайся. Затянет туда, будешь сидеть там днями и ночами. Не, ну пока можете ему объяснить, что это такое, а я буду петь. На маленьком плоту сквозь бури, дождь и грезы, взяв только сны и грезы и детскую мечту, я тихо уплыву, лишь в дом проникнет полночь, чтоб рифмами наполнить мир, в котором я живу. Ну и пусть
грусть прежних ошибок груз. Но мой плод свит из песен и слов, всем моим бедам назло. Вовсе не так уж плохо мой маленький плод, свит из песен и слов, всем моим бедам назло. Вовсе не так уж плохо. Сколько нам? Минут 10? Не знаю. Спасибо. Да пожалуйста, Наташ, мне не сложно. Вот. Ребят, ну что-то вы размусолили. Zella Rация — это приложение, где общаются голосом. Вот. Но там каналы есть. На каналах может сидеть до 2500 человек. Понимаете? Вот заходишь там, привет, и ты, там, правда, кнопку надо прожать, чтобы пробиться в эфир. Вот и там отвечаешь, тебе отвечают. Есть хорошие каналы, где материться даже нельзя. Вот. От слова сиськи в обморок падают там, вот. А есть плохие каналы, троллинговые, где там мат-перемат. Вот. Вот это Zella Rация. Я там 5-й год. Вот. 5-й год я там. И там вот эта Zella Rация, она возродила во мне желание петь. Раньше я пел только вот под этим делом. Вот. А что я стримить начал? Мне человек один сказал, а что ты? Ну иди, Мишель, на YouTube, может быть, денег заработаешь. Не знаю. Ну, нравится людям, если, если через меня, через донат признаются в любви, значит, нравится людям, это замечательно. Вот. Настя пришла, вернулась, Настенька. Настенька, мне тут уже все, у меня воскресенье камера по-любому будет. Если завтра мне шеф не возьмет в воскресенье, я сам поеду в Саратов. Мне и на дорогу задонатили, и фантастика. Ваня, спасибо, если он еще тут. Так что скачивайте, ребята, если хотите Zella. Давай песню про Олежку, руки вверх. Я в шоке. Вообще пиздец. Алёшка, руки вверх. Ох. Любишь ты Алёшку больше, чем меня. Алёшки, ты вздыхаешь зря, что ли? Вот это вот? Любишь ты Алёшку больше, чем меня. Я в шоке. Вань, да. Блин, а у меня слов нет этой песни. В инете? Давай, ищи Алёшку. Я спалисать буду. Ваня, обязательно, может это? Может Петлюра Алёшку? Да какой на память? Сейчас, подожди, стой. Алёшка. Блин, вообще офигеть. Поворот экрана, что ли? Сейчас, секунду, ребят. Андрюх, ты уходишь, что ли? Я не понял. Сейчас, подождите. Иван, вы что, миллионер? У него две фирмы, Настя, в Москве, он меня зовет туда. Я в шоке.
Блин, да вот они слова, но... Мою давай одну из двух, а меня Миха к себе подсадил, я в АУЕ. Я сам, Тёма. Сейчас, подожди, Тём, ну человек, смотри. Не, ну это серьезно, я что-то... Давай Петлюру тогда. Во, давай Петлюру, точно, Петлюра. Петлюра, Алёшка. Ребят, напомните слова начала, вот это Алёшка. У меня голова не работает, офигеть, от таких людей. Ой, мама дорогая. Пойдет от доната, да. Треть ноутбука собрал. Настя, я вот с удовольствием, но мне нужно веб-камеру для начала поменять. Это что, Ваня мне на веб-камеру уже надонатил. Вот. Пойдет тебе, Вань, значит, темная вода. Темная вода, это Петлюра. Или вот Алёшка есть, и тоже Петлюра. Выбирай сам, тебе решать. Сейчас Ваня напишет. Да. Михаил Пугачев. Пойдет межпроводу. Все, я понял. Мама, передай вот этому человеку, который меня зовет в Москву зарабатывать 5000 в сутки. Вот, он мне еще 2000 скинул. Передай ему привет, пожалуйста. Как его звать? Ваня, его Иван зовут. Большой привет тебе, Иван. Чтобы все твои мечты сбылись. И цели тоже достигнуты были. Да. Подписался? Ну, темная вода, значит, темная вода. Темная вода, звезды золотые. Снова я стою на том же берегу. Разлюбил тогда глаза твои большие, а теперь никак забыть их не могу. Ты прости меня, родная, все ушло, я это знаю. Все ушло неведомо куда, куда. Для меня тебя дороже никого и быть не может. Буду помнить я тебя всегда. Не могу простить себе я эти слезы, то, что целовал тебя я не любя. Помнишь, как тогда ты, плача у березы, прошептала тихо: я люблю тебя. Ты прости меня, родная, все ушло, я это знаю. Все ушло неведомо куда, куда. Для меня тебя дороже никого и быть не может. Буду помнить я тебя всегда. Ты меня теперь уже не облюбуешь, и не буду я ловить косящий взгляд. Я хочу сорвать тот лепесток, где любишь, а ромашка даст тот лепесток, где нет. Ты прости меня, родная, все ушло, я это знаю. Все ушло неведомо куда, куда. Для меня тебя дороже никого и быть не может. Буду помнить я тебя всегда.
тебя всегда. Пойдет, Вань? Я надеюсь, что пойдет. Ну, Алешка, я тебе так сейчас бы я не это. Поставь на зарядку телефон, тебе там 14%. О, завтра мы тебе зарядку, кстати, купим, да, точно. Вот. Ну, а потом телефон купим. Со временем. Ну, куплю, я тебе скажу. Я надеюсь, Вань, тебе понравилось? Такая. А то Алешку я... Может, она у меня где-нибудь есть в записях? У меня, не знаю, у меня 2 тетрадки с этими записями. Ваня белый, закинь еще 5, мы восхитить. Да ладно, Саш, ну ты хорош, ты что, смеешься, что ли? Хватит, ты че? Закинь еще 5, мы восхитимся. За красивые глазки. Ой. Да может это сон. Нет, хороший сон, правда, просыпаться будет тяжело. Проснусь такая. Да, бывает, да, снились же всем деньги. Просыпаешься, сука, это сон. Покажи, закину. У меня красивые глазки. Покажи, закину. Прикольно, зарядку перед телефоном покупает. Надежда умирает последней. Зарядку перед телефоном покупать. Подкол засчитан, Андрюк. Спасибо за вечер. По час 18 пора отдыхать. Всем хорошего и приятного. Спасибо, Катюш. Юрий, привет. Вот. Пусть покажет, что круто. Давай проверим. В смысле, Саш? Покажет, что круто. Кто покажет, что круто? 1-0. Точно. Вот ладно. Мать чихнула. Точно. Если бы у меня была бы веб-камера, я бы сейчас был, мне кажется, точно, я бы купил бы сыну телефон, потому что он приехал на все лето, вот, я ему обещал телефон. А так что я что-то забыл звук выключить, поэтому сказал так. Короче, ладно. Вот. А чё, кто? Мишка, я тут опять. Александр, ну давай покажи, на что ты крут. Да хорош, ребят, ну хватит, вы чё? Человек донатит от души, а вы тут доказательств каких-то хотите. Ну серьезно, ребят, да вы чё? Правда, хватит. Сергей Половин, я тут опять. Сереж, посмотри на донатеров, ну вот, все поймешь. Сыграй, я куплю тебе новую жизнь для Тимохи. Данил, я куплю тебе новую жизнь. Базара нет. Сейчас споем. Сейчас. Здравствуй, кстати. Данил, сейчас я буду петь, а ты тем временем, я так понял, ты новый пользователь. Подпишись пока на меня. Так, я куплю тебе новую жизнь. Вот. Хватит, все, Саня борщит. Все тут свои ребята, все, я всех знаю. Опа, поляка, скажи душевно. Че, поляк? Не понял я. Так, я... Да где она? Она вот в этой найти. Я после таких донатеров бедный. В смысле, Сереж? Сейчас, подождите, я спою песню. Ой, поляка, скажи душевно. Ну, я не понял, Данил. Так, я куплю тебе новую жизнь, да? Это вот эта вот песня. Я куплю тебе новую жизнь, лишь бы ты была только моей. Правильно? Вот это, Данил? Ты галок что-нибудь с кем души.
Сейчас, да, все, поехали ее. Ребят, ну пожалуйста, ну ради уважения ко мне, ну давайте сраться не будем. Ну вы чё? Что это такое? Вы что, сейчас сраться будете, что ли? Данил, все, сейчас. Я тебе спою от Поляка Олега Тимохи. От Поляка Олега Тимохи песня вот эта вот, которую я сейчас буду петь. Да. Смотрите, ребята, я не профессиональный певец, а то, может, вы сейчас будете ждать чего-то офигенного. Я куплю тебе новую жизнь, лишь бы ты была только моей. Я к ногам твоим брошу весь свет, ничего не жалеет тебе. На руках я тебя отнесу к алтарю нашей вечной любви. Блин, не в той тональности, тихо. Так, вы этого не слышали, сейчас будем петь в другой тональности, потому что в этой мне тяжело. Да, аж уши загорелись. Ну ладно. Вот так вот, будет лучше. Я куплю тебе новую жизнь, лишь бы ты была только моей. Я к ногам твоим брошу весь свет, ничего не жалея тебе. На руках я тебя отнесу к алтарю нашей вечной любви. Я тебя у других украду, там не место твоей красоте. Хочешь сердце, я сердце отдам. Хочешь душу, и душу продам. Если крови захочешь, то пей. Для тебя ничего мне не жаль. Может быть, я стою на краю. Может быть, значит, это судьба. Твой портрет на груди наколю. Все, что хочешь, то все для тебя. Я в глазах твоих тихо тону. Я из губ пью священный нектар. Твои плечи дрожат от тепла. Как же ты для меня дорога. Плечи белые тихо дрожат. Пальцы нежные ищут лады. Ты сыграй что-нибудь для души о великой и вечной любви. В белом платье ты пены нежней. Ты как белая птица в цветах. Боже мой, как я счастлив теперь. Ты моя навсегда, навсегда. Я куплю тебе новую жизнь. Все к ногам твоим брошу сполна. В моей жизни ты будешь одна. И любовь моя вечно жива. Я куплю тебе новую жизнь. Все к ногам твоим брошу сполна. В моей жизни ты будешь одна, любимая. Как-то так, короче, ну с косяками. Данил, ну ты ответь сначала, тебе понравилась вот эта песня? Девочка Пай, девочка Пай. Блин, я вот, знаешь, у меня компьютер слабый, я бы мог бы там открыть минусы и спеть бы под минус, но, ребята, у меня компьютер слабый. Когда у меня когда-нибудь будет компьютер, и тогда будем петь. Спасибо, Михаил. Пожалуйста, ребят, волчьи ягоды, супер, спасибо. Данил, тебе понравилось? Нет? Вот. Надеюсь, что понравилось. Ребят, я не профессиональный певец. Да, так что, если какие-то косяки, ну уж извините. Но людям нравится. И это самое главное. От души красава. Спасибо, Данил. Если понравилось, если не подписан, подписывайтесь, ребят, на мой канал. Каждый вечер, стримы каждый вечер. Да. Все классно, ну и хорошо. Да. Вот. Круга. Давай, Данил, я тебе знаешь, какую спою? Тёма, какая тебе нравится? Господи, у меня голова не работает просто. От таких вот вечеров, если честно. Тёма, тут вообще? Тёма! Где Тёма?
Так. Березу запивай. Для Тимохи от Олежи Поляка. Не вопрос. А вот. Приходите в мой дом. Данил, пойдет такая песенка? Приходите в мой дом. Мои двери открыты. Буду песни вам петь и вином угощать. Такая пойдет песня для Тимохи от Олега Поляка? А? Вот он, Тёма. Опять у него клавиатура заедает. Класс, да. Ну все, сейчас споем. Че, сейчас споем и подымим пойдем. Вот так вот. Да, давай, Миш. Погнали. Ну, я же сказал. Для Тимохи от Олега Поляка. Да, песня. Вторая уже. Я закрою глаза, я забуду обиды, я прощу даже то, что не стоит прощать. Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь и вином угощать. Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь и вином угощать. Буду песни вам петь про судьбу и разлуку, про веселую жизнь и нелепую смерть. И как прежде в глаза мы посмотрим друг другу. И, конечно, еще мне захочется спеть. И как прежде в глаза мы посмотрим друг другу. И, конечно, еще мне захочется спеть. И тогда я спою до слезы, до рассвета. Будет время дрожать на звенящей струне, а я буду вам петь и надеяться где-то, что не скажете худо никогда обо мне. А я буду вам петь и надеяться где-то, что не скажете худо никогда обо мне. Я закрою глаза, я обиды забуду, я прощу все, что можно, и все, что нельзя, но другим никогда. Видит Бог, я не буду, если что-то не так. Вы простите меня, но другим никогда. Видит Бог, я не буду, если что-то не так. Вы простите меня. Я закрою глаза, я забуду обиды, я прощу даже что не стоит прощать. Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь и вином угощать. Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь и вином угощать. Так, да. С Чечни салам, с Саратова салам, братан Данил. Я надеюсь, ты подписался на меня. А вот. Офигенная песня, да. Это очень хорошая песенка.
Так, скрипача для кто венок будет? Налетай. Скрипача. А, это. В каждом сердце есть больная рана. Да, Данил? Это что ли? Я водку пью, наливаю. Водку. Не, я не пью. Наверное, этот скрипач. А какой еще скрипач? В каждом сердце есть больная рана. Нифига себе, 3-й час стрим. Да, это. Сейчас мы ее споем. Но я пойду подымлю. А вы, ребят, не расходитесь. Данил, я надеюсь, ты подписался. Ну, вообще делает каждого. Подписаться на мой канал, нет. Вот, я вискарь. Данил, давай подымай. Сейчас я вернусь. Полику Олежику посвяти. Да не вопрос вообще. Трудно, что ли. Сейчас я вам что-нибудь включу. Вы послушайте пока. Что же так часто курим? Наташ, ну, блин, не каждый день, знаешь, такие деньги кидают. Вот, Ваня. Ну, почти 10 тысяч мне уже скинул. Офигеть вообще, я в шоке. Так, сейчас я вам что-нибудь включу и сам пойду дымить. Чё мы чё так? Вот это вот, прям вот это, да. Про музыку. Музыка. Сейчас, ребятки. Я сейчас вернусь. Да что не так, вот так. Надо сделать чпоньк. Мираж, 80-е, золотые 80-е. Позабудь об этом дне, спор не нужен никому. Не читай нотации мне, мама, это ни к чему. Снова к друзьям я своим убегаю. Что меня тянет сюда, я не знаю. Без музыки мне оставаться надолго нельзя. Музыка нас связала, тайною нашей стала. Всем уговорам твержу я в ответ: нас не разлучат, нет. Музыка нас связала, тайною нашей стала. Всем уговорам твержу я в ответ: нас не разлучат, нет. Я забыла все, чему нас учили столько лет. Неужели я сама не найду на все ответ? Снова к друзьям я своим убегаю. Что меня тянет сюда, я не знаю. Без музыки мне оставаться надолго нельзя. Музыка нас связала, тайною нашей стала. Всем уговорам твержу я в ответ: нас не разлучат, нет. Музыка нас связала, тайною нашей стала. Всем уговорам твержу я в ответ: нас не разлучат, нет.
тайною нашей стала. Всем уговором пишу я в ответ. Нас не разлучат, нет. Музыка нас связала, тайною нашей стала. Всем уговором пишу я в ответ. Нас не разлучат, нет. Ребят, я попрошу вас, ну хватит, а вот вы мне все дороги. Каждый человечек, который ко мне заходит на стрим и остается. Мне каждый человек дорог. Несмотря, кто там донатит, не донатит, вот, и что там пишет, ну как объяснить, я не знаю, вот. Мне каждый пользователь, потому что у меня мало подписчиков. Да даже у меня будет, там, не знаю, 1 000 000 подписчиков. Я буду знаменитым, я буду каждого пользователя ценить. Хватит сраться. Вы чё? Вы чё, гоните, что ли? Ну хватит, ну, правда. Чё такое, Саш? Санька с Ванькой что-то сцепили. Саша очень давно у меня сидит. Вань, вот ты вообще такой босяцкий подгон мне сделал. Это обалдеть. На новую камеру. Вот. Хорош, правда. Ну серьезно, ребят. Да, кстати, Настя, Саша, походу, в тебя влюблен. Вот, действительно, он мне когда-то говорил. Да, Александр? Прекращайте, ребят, ну правда, ну серьезно. Да я вас всех ценю, каждого пользователя, подписчика на моего канала. Вот. Каждого, абсолютно каждого. Я даже вот созерцатель, там он там подосрал мне немножко, я его разблокировал. Что я такой добродушный человек. А вы тут начинаете. Миша, ну, Вань, ну правда, потому что сейчас мне будет тяжко, если кто-то уйдет с моего канала, там, не знаю. Потому что я уж к вам, ко всем привык. Вот абсолютно каждому человеку я привык. Какой ты хороший. Стань, ну ты-то меня как будто не знаешь. Ну ты же знаешь, что я хороший, да. И не только когда сплю с зубами к стенке. Да. Так, Данил тут? Данил. Танюша, а что, я плохой, что ли? Скрипа. Ну да, я и жду его. А. Да нет, ну просто у Саши, может, настроения нет. Вот у Насти в тот раз настроения не было. Настя, уж помнишь, ты писал это? Вот. Всех бывает такое. Бро. Человек поет от души. Да. Данил, бро. Да, Данил. Так, скрипача. Сейчас споем скрипача. Главное, ребят, ну не сритесь, ну серьезно. Если уж зацепились за друг друга, ну обменяйтесь номерами телефона, созвонитесь. Иван прав, дело в жаль. Нет, Саша, Тань, ну Саша тоже хороший человек, он вообще с другого канала ко мне пришел. Да, с другого канала дяди Славинова. Зашли люди, и вот Саша зашел. Он остался. Конечно, помню. Да. Мне надо теперь этого скрипача найти. Где он? Привет, дорогой Женя. Здравствуй, Жень. Конечно, помню, Миша, у меня его и сейчас нет. Я уже мысль потерял. А? Подожди, сейчас мы с тобой будем ее, кстати, петь. Тут попросили, чтобы мы с тобой ее спели. Вот. Да, Танюш, жаба-тварь, синька, чмо, короче, вот. А вот она, о, офигеть. Так, значит, для Олега Поляка Ты что вообще, что ли? от... Хотя бы петь, стой, что ли? Подожди, я сейчас скрипача нам спою, потом споем. Ну, мне дает.
Мам, иди пока, ну дай мне спеть песенку. Смотри, сколько людей сидит. Ребята просят же, ну потом споем с тобой. Обязательно споем. Я про настроение. А, у тебя его и сейчас нет, Настюш. Да ладно, нормально все, что. Да, для Олежки Поляка песенка, что. В каждом сердце есть больная рана. В каждом сердце не стихает плач. Вышел на арену ресторана, наглухо обкуренный скрипач. А когда он медленно и нежно поднимал опухшие глаза, в зале умолкали все девчонки, и на миг умолкли фраера. А скрипач наигрывал на скрипке, строя горы с человечьих мук, и со стоном вырывались струны из его ошеломленных рук. Скрипка, скрипка, не могу я больше. Перестань, родимая, не плачь. Пусть тебя, как девушку нагую, до утра ласкает твой скрипач. Скрипка, что оборванные нити обмотала с головы до ног. В зале кто-то крикнул: повторите. Но скрипач играть уже не мог. Скрипка, что оборванные нити обмотала с головы до ног. В зале кто-то крикнул: повторите. Но скрипач играть уже не мог. В зале кто-то крикнул: повторите. Но скрипач играть уже не мог. Да. Да, Поляку там, Олежке, или как там, да. Так. Гарантию даю тебе это, ничего. Сань, ну прекращай, ну. Класс. А тут есть бан? Я в бане, значит. В смысле в бане? Саша, не выводи меня сейчас, пожалуйста, ты иначе прямой мер, который мне не хочется применять. Ой. Девушки, спасибо. Что-то я не понял ничего. Данил, ты тут? Песня понравилась, надеюсь? Катюш, да нет, просто ребята меряются дудульками, так говорится. Девчат, всем привет. Катерина. Я тоже не понял. Катя, вы о чем? Александр, ты давай не скули, давай 101 километр МКАДа, готов встретиться. Почему в людях столько много агрессии? Вот Ваня хороший человек, Саша хороший человек. Поверьте мне, поверь. Ну хорош, ну в натуре, ну хватит сраться. Ну чё, ребят, взрослые мужики сидят и меряются. Ну и чё? Ну встретитесь вы.
Набьете друг другу. Дальше что? Смысл? Кто-нибудь подойдет и скажет: пацаны, а с чего сцепились? Да там у пацана одного, на гитарном, он, сынок даже смеется. Парень там на гитаре играл. Вот. А мы, короче, это самое, ну смешно. Ну хорош, ну ребят, ну вы обменяйтесь телефонами, что ли, тогда, я не знаю. Ну реально. Ты ж не пацаны, что 15-летние. Да скажет дядя: извини, я больше так не буду. Вань, ну скажет, и чё, ну. Мамину давай. Мамину. Уголек? Да не вопрос, сейчас споем. Спасибо, братиш, от души тебе. Данил, мне не трудно никогда. Вот, спеть песни, которые я знаю. Я еще раз повторюсь, будет у меня компьютер, я буду петь почти любую песню. Потому что, вот ты говоришь, девочка Па, я ее знаю, но у меня нет, во-первых, слов в тетрадке. Во-вторых, я аккорды не знаю, понимаешь, а под минус-то легче петь. Так что, Данил, если понравилось, дружище, подписывайся на канал, зови друзей, там, я не знаю, делись стримом, ставь лайки. Ну, короче, ты понял. Да. Там уж про донаты я молчу, это уже от души идет каждого человека. Вот. Да, Миш, все нормально. Все, да, блин, записывай номер. Ну что же это такое? Если бубны есть, звони. Вот правда, ну на ровном месте конфликт назревает. Мне неприятно вот это. Вообще все от души. Я понял, Катюш. Спасибо вам. Вообще всем. Что... Ой. Так. Мама тебя просит в студию уголек петь. Сейчас будем с матерью уголек петь. Вот Ваня, наверное, не слышал. Мы с матерью уголек пели. Стул дашь нам? Хорош, ребят, ну правда, ну это ни к чему. Ну встретитесь вы, набьете друг другу рожи. А дальше-то что? Смысла нет, ну серьезно. Есть смысл успокоиться. Да, ну правда, ну действительно. Итак, молодец, захожу к Мишане, поднять его как мало детей. Да все, Настя, они успокоились. Все, они успокоились. Если что, Ваня написал номер, Саша ему позвонит. Если вдруг, ну мне это не надо. В смысле вообще, вот я... Зачем это? Мне кажется, это лишнее. Поехали? Давайте лучше я вам песенку спою. Здравствуйте, с тобой. Уголек мой, уголек, на курке стынет. Опять на кошке, на курке. Я не близок, не далек, ровно как и ты мне. Дым кружится в потолок по пустой квартире. И последний фитилек гаснет в моем мире. Осенний туман в твоих глазах развеял обман и сердце прах. Мне больше не жаль себя, тебя. Сгорела душа, потух пожар. Говорят, что сердце знает, ну а время лечит. Нас куда-то унесет королева вечность. Ты ушла из моих снов, только что лечи. Догорает уголек, он совсем не вечен.
Осенний туман в твоих глазах развеял обман и сердце в прах. Мне больше не жаль себя, тебя. Сгорела душа, потух пожар. Осенний туман в твоих глазах развеял обман и сердце в прах. Мне больше не жаль себя, тебя. Сгорела душа, потух пожар. Тебе он цветы, одна тезка твоя дарит, Наталья. Маме цветы, да. Спасибо. Большое спасибо. Ты зарядку сына смотри, ёкарный бабай, ну что же это А такое? я ничего не делал. Ну как не сделал? Ты нажал. Ой, спасибо, да не за что. Да, вот такая песенка. Привет, мне 11 лет, и я играл песню «Жуки-батарейка» на первой струне. Это круто? Это круто. Да, это круто. Deck up. Здравствуй, здравствуй. Жуки-батарейка. Не, я могу на одной струне сыграть это. Это не круто, это все знают. Жуки-батарейку на одной струне. Молодец. Ага. Понял. Одиннадцать лет. Ну-ка включи вызов. Давай современный. Ты говоришь на одной струне, а вот так ты можешь? Выключи. Современный? А что современные? LJ, розовое вино или что там, не знаю. Что там еще есть? Современные. Какие современные вот это? Реально, я видео могу потом на канал выложить. Да не вопрос, что выкладываю, я посмотрю, зайду. А современные какие? ДК. Если тебе реально 11 лет, запомни. Есть такая пословица. Всегда есть выше, сильнее, умнее. Понимаешь? Предела совершенству нет. Всю жизнь человек чему-то учится. Вот. Не-не. Могу. Я только на гитаре не играю. Танцую под музыку. О! Не, ну в принципе, вот ДК, вот Медуза, это же современно. Я могу на гитаре, короче, вот, сыграть Медузу. Да. Bad guy. Это современный. Или это набор букв? Чё? Да что-то он пишет. Ну пусть пишет, Настюш, не трогаем. Вот так вот. Так. Как, ребят, понравилось с матерью мы спели «Уголек»? Да, кстати, она меня попросила. Она смотрела концерт. И говорит, сынок, хорошая песня. Ну, «Уголек». Ты сможешь ее. А как матери отказать? Мать это святое.
Или Артур Пирожков алкоголика. Ну понятно, это Артур Пирожков, вот это вот, короче, понятно все с тобой, Декап. Низкий поклон маме. Спасибо, Екатерина. Блин, а неужели правда Саша с Ваней пошли на звонок? Ну, что-то вот их нет обычно. Ваня пишет, Саша пишет. А это что-то их нет, ну серьезно что ли? Катюш, если Ваня, правда, точно. Не, я только в чате ее слушал, ты не подумай. Давай Березу. Благодарю вас. Да это вам спасибо, ребят, всем, что вы сидите на моих стримах. Да, было бы у меня больше свободного времени, я больше бы... Пачка сигарет. Господи, почему все заказывают эту песню? Пачку сигарет. Я сижу и смотрю чужое небо из чужого окна. И не вижу ни одной знакомой звезды. Я ходил по всем дорогам и туда, и сюда. Оглянулся и не смог разглядеть следы. Но если есть в кармане пачка сигарет, значит все не так уж плохо на сегодняшний день. И билет на самолет с серебристым крылом, что взлетая оставляет земле лишь тень. И никто не хотел быть виноватым без вина, и никто не хотел руками жар загребать. А без музыки на миру смерть не страшна, а без музыки не хочется пропадать. Но если есть в кармане пачка сигарет, значит все не так уж плохо на сегодняшний день. И билет на самолет с серебристым крылом, что взлетая оставляет земле лишь тень. Но если есть в кармане пачка сигарет, значит все не так уж плохо на сегодняшний день. И билет на самолет с серебристым крылом, что взлетая оставляет земле лишь тень. Вот так. Декап. Загугли, что такое декап. Ой, ладно, не надо. Ап это вверх, дек, я не знаю, что такое дек. Александр, ты меня услышал? Вы, короче, походу там все-таки созвонились, да, Ваня? Ну ладно, походу это уже не остановить. Ой. Ну хватит, ну правда, серьезно. Че, декап? Так можешь? Да, ну шел уже, наверное. Браво. Спасибо. Услышал и ты меня. Ребят, ну вы в натуре, ну как малые дети, ну серьезно. Ой, я сейчас остану. Не надо, Настюш. Ну это без толку. Это, ну они взрослые мужики. Ну что Саша, он не пацан, он взрослый мужик. Пожалуйста, только не тут. Я вообще, ну, как-то я не знаю. Да он взрослый человек, и я-то думал, ты молодой. Настенька, как всегда, ну.
Я знаю, что Саша взрослый. Вань, Саша он случайно зашел там, ну, там с одного канала, и все зашли. Ну, не все, конечно, там 60 тысяч подписчиков. Но ребята зашли, я им спел песен. Вот и Саша остался на моем канале, Вань. Он нормальный мужик. Я не знаю, чего вы сцепились. Настюш, ну, не надо останавливать, ты чё? В смысле, не надо блокировать никого. Ну, правда, ребят, ну вы чё, правда, по телефону это самое, не наговорились, что ли? Да я его не трогаю. Ну, Настя Береза просила. Точно, точно. Если бы не мама. Блин, ну все хорошо же, ну и вот, блин. Хорош, парни, ну прекращайте, ну действительно, ну, блин, ну ради уважения ко мне. Я не люблю вот это вот, вообще не любитель вот этого всего, а тут еще Александр, ау, Миша, давай Березу. Да, все, хватит. Правда. Сейчас споем. Как ее, кстати, она в этой тетрадке, но она... Сейчас Березу споем. Че, с матерью или без матери? Давайте, ребят. Нет, она не хочет петь. Вот. Не хочет она петь, значит, я буду ее петь один. Мать что-то там делает. Катерина, народная. Нет, Катюш, не это вот это. А чего так в России березы шумят? Вот. Белая береза, белая береза. Блин, жаль, хотелось с мамой. Сейчас. Подождите. Успокойся. Вот, видишь, Александр, давай выпьем. Все, ребят, давайте, поднимите мировую и хватит. Ну, хорош, мужики, ну вы что, реально. Ну. Мам, ну тебя тут полчата, короче, спросят, чтобы ты со мной спела. Пошли. Михаил, спасибо вам. Наташа, спасибо вам, что, во-первых, подкинули песню «Плод», хорошая песня, во-вторых, что заходите. Вот вам спасибо, ребят, действительно. Я-то чё, гитаристов нет, что ли? Гитаристов полно, пруд-пруди, которыми лучше меня поют в миллион раз. В миллион. Но, тем не менее, вы сидите мне на стриме. Это радует. Пошли, мам. Пойдем. Потому что Таня написала, блин, жаль, хотелось с мамой. А там у меня к Тане особые отношения. Далеко за речкой рос кудрявый клен. В белую березу был тот клен влюблен. А когда над лесом ветер затихал, он березе тихо песню напевал. Белая береза, я тебя люблю. Ну протяни мне ветку свою тонкую. Без любви, без ласки пропадаю я. Белая береза, ты любовь моя. Она игриво шелестит листвой. У меня есть милый ветер полевой, и от слов от этих серый клен дрожал. Лишь березе тихо песню напевал.
протяни мне ветку свою тонкую. Без любви, без ласки пропадаю я. Белая береза, ты любовь моя. И однажды это ветер услыхал. Страшной злою силой он на клен напал. И в неравной схватке пал кудрявый клен. Только было слышно через слабый стон: белая береза, я тебя люблю. Ну протяни мне ветку свою тонкую. Без любви, без ласки пропадаю я. Белая береза, ты любовь моя. Давай первый опять куплет. Далеко за речкой рос кудрявый клен. Белую березу был тот клен влюблен. А когда над лесом ветер затихал, он березе тихо песню напевал. Наталья Николаевна, вы прекрасны, спасибо за песню. Да, Всего хорошего. всего хорошего. Всем всего самого хорошего. Да, вот в нынешней ситуации некоторые люди знают, я говорю, что у меня, короче, единственный друг — это моя мать. Да. Чё, не заряжай? Так. Чё ты, Настюш, чё за смайлики грустные? А, у тебя же настроения нет, а я взял, дурак, спел. Все, у тебя там слезы у тебя. Думала, споем. И снова седая все будет ништяк. Ништяк был, да. Все, походу, все убежали. Че, посмотри, сколько там, да, людей. Александр раз. А Саша, наоборот, веселые смайлики пишет. Сейчас посмотрим, сколько там людей. Сколько чего, дай посмотрим. 8 человек. Нет, 642 как было, никто не подписался. Ну что же, так вот, ребятки новые сидели. Просто, сука, так по Лехе соскучилась аж сильно. Настя, я тебе скажу, знаешь что? Леша-то приедет. Вот у меня никого нет, понимаешь? Я тоже любви хочу. Хоть мне 37 лет, я тоже хочу любви. Но нет у меня никого. Поэтому мне труднее. Ну, я вот смирился с этим. Ну, нет у меня никого. А у вас есть. У тебя Леха, он зарабатывает деньги. Он приедет. Ты его обнимешь. Там, туда-сюда, шурумбу-румбу. Ну ладно. Понимаешь? Так что имеем, не храним. Потерявши, плачем. Я вот не хранил, потерял. Все. А теперь что? Я простой сварщик. Кому я нахер нужен? Ты же знаешь, Настя. Вот Таня знает наглая. Когда у меня там денег не бывает ни хера. Ну все же прекрасно. Ну короче, ладно, что это на это самое выносить. Так что цените, ребят, то, что имеете. Действительно. Так со стороны кто-то зайдет и скажет: ты ему что, 70 лет, что сидит тут учит всех с гитарой, какой-то беспонтовый гитарист. Сыну привет. Тебе здорово, говорят. Вижу. Ну скажи привет, Артем, мы с ним вместе работаем. Ну, да Миш Шурум-Бурум тут ни при чем. Да я просто же сказал, Настя. Сын, я понял, Тём.
Скажи, здорово, дядя Артем. Чё? Не хочу. Чё ты такой противный, а? Ну напиши тогда. Чё? Зачем? Просто напиши здравствуйте, дядя Артем. Ладно, ладно. Он мысленно тебе привет передал, Тёма. Почти 3 часа стрим, охренеть! Да ладно, серьезно? Офигеть. Так, ну чё, гитарку, наверное, убираем, хватит, наверное. Чё, сколько песен спето уже. Нет, Миша, лучше нормальный сварщик, чем... Но это после понимаю. Саш, знаешь, я тебе отвечу на этот вопрос. Вот как же сказать-то? Мне не везет с работой, понимаешь? Мне не везет. У меня постоянно обманывают, короче. Вот сейчас я работаю дома. Вот, как бы в Дергачах своих. Вот у меня рубль в день идет. Ну вот Тёма со мной работает тоже. Примерно рубль у меня в день идет. Понимаешь? А девочки сейчас какие пошли, им надо что-то там, понимаешь? И вот я же человек простой, как, сука, ситцевые трусы. Я говорю, там, ну я сварщик, все, и сразу все девочки попу показывают и все. Петь учи. Не хочет он, Тём, он не хочет. Ты будешь учиться петь? Нет, Почему? не хочу. В смысле не хочешь? Все девчонки твои будут? Нет. Нет. Понял, какой сын? Не хочет он на гитаре учиться. Это вещь. Поверь мне. Не хочу. Сам же сидишь мне подкививаешь, когда я что-нибудь пою. Нравится же? Нет. Не нравится, как я на гитаре играю? Ты серьезно? Что, в натуре что ли не нравится? Вот засранец. Нет, подожди, что, правда не нравится, как я на гитаре пою? А что ты улыбаешься? Ты ответь на вопрос. Миш, давай песни про девчонок. Вань, да ну хватит, наверное, на сегодня уже, мне кажется. А то сейчас сосед, блин, 22-3. Гитарист в почете. Конечно, гитарист в почете. Да я тебя с ним проведу А? Чё? Ничего. Профилактическую беседу с ним проведу. Про девчонок. Про девчонок. А что можно про девчонок спеть? Обалдеть. Вань, ты какую песню заказывал? Алёшка? Вот она у меня есть. Тетрадки. Офигеть. А любишь ты Алёшку больше, чем меня? Обалдеть. Не надо мысленно петь. Ну если он не хочет, Тём. Про девчонок. Какую песню про девчонок? Я не знаю. Да, давай, Миш. Ну давайте еще одну споем и хватит. Не знаю, а что, вдруг дядь Витя сейчас Ты ничего не скажешь. не скажет. Ну да. Он отходит. Куда? Куда? Трудняк. Вот. Ничего страшного. Сейчас я вспомню. Алёшки, ты вздыхаешь зря. Алёшки, сильные мечты. Только о Серёге позабыл ты. И без Лёшки жизнь твоя пуста. Ты еще совсем наивна и чиста. Наблюдаешь ты за ним издалека. Только между вами слез река. Потому что есть Алёшка у тебя. Алёшки, ты вздыхаешь зря. Алёшки, все твои мечты. Только о Серёге позабыла ты. Потому
Алешка, у тебя, Алешки, ты вздыхаешь зря. Алешки, все твои мечты только о Сереге позабыла ты. Не висит плакат мой дома на стене, ты уже не помнишь обо мне. Сейчас. Не висит плакат мой дома на стене, ты уже не помнишь обо мне. И подружкам ты боишься рассказать, как Алешку ты не хочешь потерять. И стоишь ты рядом в 2 шагах, и не скроешь слезы на глазах. Ты не знаешь, как ты далека, только между вами слез река. Потому что есть Алешка у тебя, Алешки, ты вздыхаешь зря. Алешки, все твои мечты только о Сереге позабыла ты. Потому что есть Алешка у тебя, Алешки, ты вздыхаешь зря. Алешки, все твои мечты только о Сереге позабыла ты. Немножко неправильно, короче. Я ее не пел, ребят, очень давно. Я же сказал, вдруг она у меня в тетрадке, Ваня. Она у меня, сука, в тетрадке, точно. Ну, что ты, Миш? Да, Ваня. Спасибо. Нет, ну, короче... Ну, пусть будет так, да. Вот. Спасибо, ребят, спасибо. Кто-то остался, наверное, да. Ох, без вонюшей жизни. Так, под музыку такой, да, сразу? Я вам завидую, ребята. Каждому часику вечера доброго сна кому-то, берегите семью, да, Катюш, золотые слова. Под такие, да, песенки прямо и сразу и чувство просыпается. Да, я завидую вам, Катя, Ваня. Ну, у кого вообще есть семья, завидую. У меня было, я все проявил. Короче, ладно. Ой. Нет, не все. Я сижу еще, ребята сидят, и я сижу с ними. Шикарно. А давайте я вам еще спою песню. Знаете какую? Фактор 2. Забери меня. Знаете такую? Спеть? Или что, вы разбегаетесь уже? Давай, Миш. Давайте. Миш, не трудно. Этот день сгорел дотла, пеплом падает листва, и ночь зажгла огни столицы. Страстно небу отдаюсь, и щекой к нему прижмусь, сорву звезду в ночной теплице. Забери меня, 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 забери меня.
Да, из стороны в сторону качает. Давайте поем. В смысле кого-то качает, строит. Меня качает, мне прям заряжаюсь этой энергией этих песен, и вот, да. Катя что-то со стороны в сторону качает, я не понял. Да, что-то Данил вот заходил, я ему песни спел, он хоть бы подписался. Не подписался. Ну, жаль, конечно. Ну, ладно, что ж. Вот, наверное, сосед. А, нет, не сосед, это сосед, но только с одной лестничной клетки. Че, Сань? А что ж ты думал, мне самое? Сейчас куда? Сейчас, ребятки, подождите. Подождите. Вот. Настя, отчасти надеемся. Михаил, я про то, что когда поешь, мне нравится и покачивает. Ну это хорошо, да. Я рад, что вам нравится, ребята. Действительно. Да. Боже мой, 4-й час уже пошел, обалдеть. Офигеть. Офигеть. Так, ладно, короче, я пойду, наверное, подымлю, и все, мы, наверное, будем прощать, я устал. Блин, я в шоке, конечно, меня еще долго, наверное, не будет отпускать от этого стрима. Я его как-нибудь задонатили на новую вебку, вот так вот. Вань, ты не против, я надеюсь? Ага, отпускай, Михаил. Пан, ты что, тут сидел все это время и ничего не написал? Обалдеть. Вот, пан, или ты только сейчас пришел? Ай. Ты все уходишь? Нет, конечно. Миша, извини, отдыхай. Нет, я могу пообщаться еще с вами немножко. Потому что, ну смотрите, был бы у меня частный дом, я бы мог стримить, я не знаю сколько. Это раз. Во-вторых, у меня завтра работа. Вот, а я вообще подпеваю. Тёма, ты подпеваешь мне серьезно? Офигеть. Вот. Работа, а в-третьих, сосед, он сейчас начнет ругаться, там, я не знаю. Да. А, воскресенье я поеду, походу, в Саратов, если мне завтра шеф не найдет в Ершове камеру. Я по-любому поеду в Саратов, да. Сын тоже. Ты тоже хочешь, да? Поехать со мной? Не знаю. В смысле не знаю? Ты же хотел со мной? Да. Ну вот. Ага, ты там раззадоришься телефонами. Телефоны. И папа вместо вебки купит тебе Нет. телефон. Но мы спросим у таксиста, там, если за 2000 человек. Сейчас я напишу назад. Да. Ладно, потом поговорим. Все, ребят, уходим. Да. Так, пойду я, короче, покурю. Вам что-нибудь включу. Вот. И как обычно, кто останется, тот можно еще будет отдыхай, Миш, были рады видеть. Ага, все, Вань, спасибо, Катя, спасибо, всем спасибо, ребят. Вань, ну, действительно, огромное тебе спасибо за такой, как говорится, басевский подгон. Вот. Я стрим закончу, если захочешь, там потом минут через 10 можешь мне позвонить. Мы с тобой пообщаемся по поводу работы, я не знаю. Вот так. Я пойду курить, у меня привычка такая, сейчас я песенку вам поставлю, подымлю и посмотрю, кто останется. Если останется, можем только пообщаться. Потому что, ну серьезно, не хочу с соседями ругаться. Так, ладно. Так,
что вам включить? Значит, что у нас Мираж был, да? Значит, сейчас что-нибудь другое. Так. Что это? Вот это ты меня забудь, сейчас попсу включу. Ага. Включи твою песню. А я ее, Вань, не скачал, кстати. Я ее не скачал. Блин, я ее не скачал. Завтра скачаю. Обещаю, да, буду включать ее. Я ее не скачал. Ну, к себе на компьютер. Так, ладно. Живое и настоящее. Ну, вам спасибо, ребятки. Спасибо вам, любви, там, советы да любовь. Да, действительно.
Люба и Саша Лебединский, здравствуйте, здравствуйте. Добрый вечер, точнее, доброй ночи. Что-то вы поздно. 4-й час идет стрим. Все уже разбежались. Я уже не пою. Потому что я устал. Сегодня был шикарнейший вечер, много песен спето. Вот. Да. Как-то так. Насюша, а чё, голова разболелась, реветь меньше надо? В смысле? Чё такое? Чё, почему? Фокси, здорово, брат. Здорово, братан, здорово. Рад, что зашел. Ну, сейчас я, ребят, петь уже не буду. Миш, потом расскажу не здесь. Хорошо, Настюш, ладно. Потом в WhatsApp напишешь. Как день прошел? Безвозвратно. Вот. Да, ребят, кому нравится гитарное пение, вот, подписывайтесь. Если не сложно, конечно. Вот. Поем под гитару песни живьем. Я пою, ребята там подпевают мне. А ты что, на 5 часов зашел? В смысле на 5 часов, Люб? На 5 часов зашел. В смысле? Я не понял. 5 часов стримить, что ли? Да нет, это что? Если был бы частный дом, да, действительно, можно было бы и 5 часов постримить. А вот песни попеть. Но, увы и ах, соседи будут ругаться. Ой, караул. Ой, ой, ой. Мам, у меня стрим еще идет. Так что, такие вот, ребят, дела. Кто не знает. Тут под гитару будет новый компьютер когда-нибудь у меня, наверное. И тогда будет и под минус песни. Там вот чат-рулетка тоже, да, действительно. Да в чат-рулетке все меня пролистывают. Я не знаю, что я страшно, что такое. Может быть, нет, там ищут все, наверное, молодежь. Я понимаю, парни ищут девчонок. Но девчонки почему пролистывают? Ну, девчонки, наверное, ищут. Всегда так. Всегда так. Девчонки ищут кого-то, я не знаю кого, но кого-то ищут. Женщины порой не знают, что они ищут. Не знаю, что ищут. Конечно, да, реально тебе говорю. Это женщины, а девочки молодые, которые сидят в чат-рулетке, я не знаю, что они ищут. Ну, наверное, им известно лучше, чем мужчинам, мальчикам. Что им надо. Давно на ютубе. По идее, канал мой в 2012 году создан. Но активно стримить я начал буквально 4 месяца назад. Вот. Активно. Петь под гитару. Сейчас у меня компьютер более-менее компьютер. Ну, конечно, хотелось бы лучше, но финансы не позволяют, Фокси. Так что довольствуюсь пока этим. Ну, ребятам нравится, ребята слушают мои песни. Вот. Как бы так. Пою, а днем я скидываю песенки с YouTube, с приложением музыкального. Там, если будет интересно, зайдешь, посмотришь. Если интересно, пение, именно пение, да. Вот. Там видео много, очень много видео. Так что как-то вот так. Мужика с деньгами они ищут, сучки. Ну да, Настюш. Такая суровая правда, Настя, жизни нынешней. А зачем вам такой, вот, например, сварщик, как я? Зачем? Как у латыша, как и этот самый дедуша. Зачем? Тем более, если девочка красивая. Че я ей могу дать? Че? Гитарное пение? О-ла-ла-ла-ла. Нет, конечно. Настенька, ведь всем деньги нужны, а не любовь. Ну да. Печально, но как относишься к хейтерам?
Сейчас я у сына спрошу. Я же старый, мне 37 лет. Че такой хейтер? А, вон оно что. Хейтеры, это которые нехорошо себя ведут на каналах. Конечно, негативно. У меня тут, знаешь, обстановка располагает к милой душевной беседе. Вот. Малейшее вот это вот там что-то начинается, там обзывание. Человек блокируется просто и все. Без разблокировки. Ну что он может делать? Только минус дизлайк ставить. Вот. Короче, я вкратце плохо к ним отношусь, к хейтерам. Так что вот так. По мне деньги мало кому счастье принесли. Настюш, ну с ними лучше, согласись. Правильно? Разве плохо девушке, когда ее парень может позволить ей купить, например, ту же золотую цепочку, которую она попросит? Вот. Многие девочки этим начинают злоупотреблять деньгами. Да. Я вот говорю, я сыну не могу купить ни телефон. Понимаешь? Вот. Потому что не то, что мне жалко, мне тоже денег нет. Но я все равно ему его куплю, Настюш. Ну ты знаешь, мы с тобой общались на эту тему. Так что вот так. То, что сейчас продажная любовь, да, это печально. Ну а с другой стороны, что? Миша, все в будущем, мы твои друзья. А, Вань, ты тут? Я думал, вы с Катей уже ушли. Ага, Ваня тут сидит. Вы еще тут, ребят. Ты молодец. Спасибо, спасибо. Со стороны виднее. Со стороны виднее, да. Иногда очень важно мнение со стороны. Пусть оно будет плохое мнение, или либо хорошее. Но надо прислушиваться. Любовь настоящая. Любовь. Что такое любовь вообще? Я уже забыл, что такое любовь. Друзья своих не бросали. Спасибо, Вань, спасибо. Да. А в сфере последних событий у меня на данный момент единственный мой друг — это моя мать. Когда вот у меня не было работы, я на ее шее сидел. Всегда на связи. И ты достоин прекрасной женщины. Да, да где бы ее найти? У нас тут в Дергачах, нет. Ну ладно, я уже смирился с этим. Я плыву по течению, не загадываю на далекое будущее. Вот. Да. Как бы так. Вот такие дела, ребят. И жизнь пройти, не поле перейти. Да это я знаю, Вань, что оно так-то так, да. Как говорится, да, да, совершенно верно. Это точно. Офигеть, 3 часа 20 минут. Мама, все. Мама, ну, святой человек, конечно. Да. Кто в какое русло попал, там и плывет. Ну да. Я не форсирую реку вот эту в своей жизни уже теперь. Нет. Я плыву, ребят, по течению. Работа, дом. Сейчас вот у меня отдушина вот появилась. Ну, как бы это не смешно звучало. YouTube. Я пою вам песни, душу свою успокаиваю от насущных проблем. Вот, и, ну, время от времени, ну, в зависимости от финансов, помогаю своим детям. У меня их много. Вот. Разбежались, но дети-то никуда не делись, правильно? Вот. Но я в Дергачах, это поселок такой. Тут работать толком нет. Поэтому главное, моя бывшая все прекрасно понимает.
Другая бы там на алименты подала, там туда-сюда, но она понимает все прекрасно, поэтому как бы вот так вот. Если ты простой парень, знаешь, это уже о многом говорит. Вань, сейчас не это самое. Это не ценится. Простота. Она хуже воровства, да. Эй, геймер, здорово тебе, дружище, здорово. Как я? Нормально, все хорошо. Сам чё, как? Миша, вы смелее многих, поэтому. Спасибо, ребят, вам виднее. Да. Норм. Ну, нормально, нормально. Да, спасибо за комментарий, геймер, что писал там. Екатерина, кстати, писала, да, сегодняшнее видео мое. Наконец-то свершилось, да. Я записал эту песню. Ну, мне минус сделали. Вот. Я ценю это, Миша, на связи всегда. Господи милый, мы в разных комнатах пишем одну. Муж и жена одна сатана, Катерина. Да. Со временем муж с женой как-то душами сливаются и вот, и я не знаю, чувствуют друг друга уже на каком-то уровне, на подсознательном. Хоть в чем уже чувствуют. Это есть такое, да. Спасибо вам. И вам спасибо. Я с Москвы, честно, не думал, что попаду на твой канал. Да попасть-то не... Ну, видишь, Вань, ну ты посмотри у меня сколько там, 642 подписчика. Господи, о чем это говорит? Да ни о чем вообще. Вот. Хотелось бы, конечно, там много подписчиков, да, там, чтобы зарабатывать на ютубе. Но это нереально. У меня контент не тот. У меня чисто музыкальный контент. И как это сказать, основной костяк пользователей, они либо с Zella Rats, есть такое приложение, где я 5-й год тоже пою. Сейчас уже не пою, потому что у меня появился YouTube. Либо взрослые люди. Вот как Саш, как ты, да? Вот. Молодежь, вот она, вот парнишка зашел, Декап, вот что-то он там, Артуру Пирожкову сыграет, там, я не знаю. Человек не понимает вообще, не осознает, что можно под гитару петь. Либо они насмотрятся каналов профессиональных гитаристов, которые там у них, извини меня, я смотрел, у него там стойка для микрофона 37 тысяч стоит. Вот. Вот так. Они таких насмотрятся, которые у него там, я не знаю, микшерный пульт, он, я не знаю, там 300 тысяч стоит, и гитара стоит, там, не знаю, 500 000. И потом они заходят сюда и думают, что я также буду играть. Вот. Я сейчас все свои аккаунты подпишу на тебе. Ну как я могу сказать? Подписывай. Не, ну с Алешкой прикольно вышло, да. Ты задонатил мне, короче, спой Алешку. Я думал, что у меня ее нет, этой песни. Оказалось, есть. Нас нигде нет. Так что вот так, ребят. Вот такие дела. Тихонечку поем. Только молчу. Как рыба об лед. Да. Хотелось бы заниматься своим любимым делом, пением, но приходится работать. Не говорю, что у меня работа в тягость. Но лучше, когда даришь какой-то позитив людям, я не знаю. Да, вот сейчас я сижу, с вами разговариваю. Мих, ну это вам не с Антоном, не банки ногой сбивать, что раньше круче было. Ах, ты засранец, это самое. Честно, Миш, Москва людей портит. Следующий стрим, Миша, ждем нас новый камень. Вань, смотри, завтра будет вечером по-любому стрим. По-любому. Стопудово. Завтра заходите, смотрите, как я скажу, у нас сейчас разница с вами. По-вашему это будет 6:30 вечера. Да, вот, у меня будет 7:30, да, вечера.
Заходите. А послезавтра, воскресенье, у меня звонок. Вот многим вот в щелки не приходит. Вот человечек сейчас зашел, Саша, Люба и Лебединский, у них вот, представь, у них пришло спустя 3 часа колокольчик. Ну, звонок, да. А послезавтра, дай бог, все получится, я куплю себе камеру. Я куплю себе камеру и, может быть, пораньше замучу. Да. Ну ты давай тогда после стрима, сейчас минут 10-15 пройдет, и либо в WhatsApp мне напиши, Вань, либо позвони прям на телефон. Вот. Мы с тобой поговорим, насчет стрима тоже поговорим. Да. Завтра я немного его это что? Тём, ты что там, все видюшки мои, что ли, просмотрел, как мы с Антоном там банки ногой пинали? Ну, это прикол уже, ну. Вот так вот. Короче, вот так. Ну, у меня прямой эфир. Тебя слышно. Окей, позвони. Ну ладно, ребят, ну что, все, спасибо всем за стрим. Огромное спасибо, Ваня, Катя и всем, ребятки, спасибо, что были со мной. Я надеюсь, не последний стрим. В воскресенье, надеюсь, будет еще лучше. С камерой новый, дай бог. Не будем загадывать. Вот. Да, Ваня, я жду твоего звонка. Либо в WhatsApp, либо так, звони. Я еще, ну сколько, еще часа полтора посижу на связи. Миш. Да, Вань, я твой номер еще пока не знаю. Сейчас, я думаю, узнаю. Вот. И, значит, как обычно, завтра днем песня со Смуила. Мама, тебе доброй ночи передали. Всем доброй ночи и хороших снов. Хороших снов, говорит. Вот, а вечером стрим. Ну и не только. Не только. Что-то я не понял. Вот. Итак, всем удачи. Всем пока.